Сегодня на приеме у психолога Ру Беннет из сериала «Эйфория». Ру — это 17-летняя девушка, которая учится в старшей школе и недавно вернулась из реабилитационного центра, в котором проходила лечение после передозировки наркотиками. У главной героини сериала «Эйфория», скорее всего, есть сразу несколько психических расстройств, поэтому для начала рассмотрим ее жизнь через призму этих проблем. Начнем с самого очевидного и пагубного расстройства, а именно наркотической зависимости, которая, хочу отметить, показана достаточно правдоподобно. Несмотря на то, что она совсем недавно чуть не умерла от передозировки, вернувшись из рехаба, Ру не намерена прекращать употребление и уже спустя 5 дней затарилась веществами у своего старого дилера. И это частая проблема. Когда человек возвращается в прежнюю среду после реабилитации, вероятность того, что он начнет снова употреблять, очень высока. Для большей эффективности нужно постараться разорвать все пагубные связи и каналы доступа к наркотическим веществам. Из своей профессиональной практики могу сказать, что иногда человеку хватает минутной слабости, чтобы наткнуться на случайную закладку и употребить наркотик даже в тех случаях, когда он решил завязать окончательно. Чтоб меня. А у нашей сегодняшней клиентки не было на тот момент даже этого решения. Но, конечно, матери она об этом не рассказала, искусно обманывая ее при помощи чужой мочи. Для наркоманов, особенно подросткового возраста, вообще характерна чрезвычайная лживость насчет употребления ими наркотиков. Как правило, они до последнего упираются и нагло лгут, пока не будут пойманы за руку. Но даже тогда придумывают все новую и новую ложь. Они могут обещать, клясться всем чем угодно, смотря в глаза, но продолжать употреблять. Обещаю. Я брошу. Клянусь. А ради того, чтобы продолжить употреблять и не быть пойманными, часто готовы даже на весьма изобретательные, отвратительные и унизительные действия, на фоне которых побеги Ру из дома через окно, чтобы попросить подругу одолжить свою мочу, уже не кажутся чем-то необычным. При этом после успешного обмана близких о своем употреблении, как правило, наркоманы ведут себя еще более рискованно и нагло. Например, употребляя наркотики в учебном заведении, перед семейным ужином и даже непосредственно перед сдачей теста на наркотики. Нередко им хватает буквально 1 минуты уединения на это. Что мы видим и на примере героини сериала «Эйфория», которая употребляла наркотики в школьном туалете, в своей комнате перед сдачей теста, а также упоролась перед оральным сексом со своим партнером, который был строго против ее употребления. Я так упоролась, только это секрет. С таким же успехом можно ласкать мою пятку. Часто наркоманы, которые не употребляли уже десятки лет, говорят, что перестали употреблять после того, как опустились на некоторое дно в своей жизни, где стало понятно, что дальше или смерть в одиночестве, или отказ от зависимости. Но процент таких людей невысок. Большая часть в конечном итоге как раз на этом самом дне и погибает. Нечто подобное, судя по всему, происходит и у Ру на конец 2 сезона. Если в начале сериала она относительно неплохо совмещала социальную жизнь с употреблением наркотиков, что довольно часто и встречается на первых этапах наркозависимости, то постепенно она все дольше находилась под кайфом, употребляла более тяжелые наркотики в больших дозах и даже задумалась над их распространением в школе. Все это привело к разрыву отношений с близкими, нарушению закона, сильной ломке и шагу от попадания в сексуальное рабство к своему новому дилеру. У женщин свои преимущества. Даже если нет денег, тебе все равно есть что предложить. Так что вполне вероятно, в 3 сезоне Ру с большим трудом, но все же войдет в длительную ремиссию, либо, как говорят трейдеры, получит второе дно в подарок. Также для первого этапа наркозависимости принято приглашать к употреблению новых лиц. Хочешь кайфануть? Что это? Я вижу 2 основные причины таких действий. Во-первых, разделить с другими приятные эмоции и риски употребления наркотиков. Во-вторых, как бы легитимизировать употребление наркотиков у себя в голове
и в своем окружении. Сделать это чем-то нормальным. Также не лишним будет рассмотреть то, каким образом формировалась зависимость у нашей клиентки. В 11-летнем возрасте у Ру случилась сильнейшая паническая атака, то есть внезапный приступ тяжелой тревоги. Подробнее о панических атаках Ру поговорим немного позднее, сейчас же важно отметить то, как ей удалось резко избавиться от этой панической атаки с помощью врача, а именно за счет приема диазепама, то есть транквилизатора из класса бензодиазепинов. В этот момент она ощутила неведомое доселе спокойствие. То самое чувство, которое я искала всю жизнь, сколько себя помню. И поняла, что с помощью лекарств можно легко и быстро разрешить свои эмоциональные проблемы. Тут важно отметить, что транквилизаторы из класса бензодиазепинов помимо психической зависимости также вызывают физическую зависимость. А их длительный или бесконтрольный прием приводит к повышению толерантности. То есть для нужного эффекта нужна большая дозировка. И синдрому отмены, который может напоминать синдром отмены у хронических алкоголиков с бредом и галлюцинациями. То есть та самая белочка. Но возвращаемся к нашей сегодняшней клиентке. Помните, как она отреагировала на прием диазепама? То самое чувство, которое я искала всю жизнь. Но 11-летней девочке, конечно же, никто не даст подсаживаться на транквилизаторы. Поэтому спустя 2 года Ру начала экспериментировать с опиоидными обезболивающими средствами больного раком отца. Вследствие чего, конечно же, получила наркотическую зависимость. Интересно, что в 90-х годах 20 века группа врачей и фармкомпаний из США призывали активнее прописывать опиоидные обезболивающие, аргументируя тем, что опасность развития зависимости сильно преувеличена. В результате контроль за их распространением сильно снизился, что привело к сотням тысяч смертельных передозировок, а также получению наркотической зависимости и переходу на героин и другие наркотики огромного количества американцев. После смерти отца, как бы это цинично ни звучало, Ру потеряла и бесперебойный бесплатный наркотрафик, в связи с чем ей пришлось искать наркотики на улицах своего пригорода. Вероятно, так она и познакомилась с Феско. Кстати, актер, игравший его, умер от передозировки наркотиками в 2023 году. Вообще в сериале очень много точных деталей, передающих мысли, чувства, поведение и отношения наркозависимых. Поэтому можно достаточно долго об этом говорить. Но надо двигаться дальше. Все же вы на канале психолога, а не нарколога. В завершении блока про наркозависимость хочется сказать, что гораздо легче и правильнее поставить себе табу на наркотики и никогда их не принимать. Потому что в долгосрочной перспективе даже однократное употребление не приведет ни к чему хорошему. А закончить этот блок хотелось бы словами известного американского психолога. Наркотики — это плохо. Если вы употребляете наркотики, вы плохие. Я обещал подробнее рассмотреть панические атаки Ру, так вот, это время настало. В 11 лет у Ру случилась ее первая паническая атака. Казалось бы, на ровном месте. Она лежала в кровати с родителями после их небольшого праздника, приуроченного хорошим шансом на выздоровление ее отца, которому 1,5 месяца назад поставили диагноз – рак. Казалось бы, хорошая новость. Она хорошо провела вечер с родителями, лежала с ними в одной постели и была в безопасности. Как вдруг начала задыхаться. А вдруг я перестала дышать? Как будто в мире не осталось больше кислорода. Что вызвало сильнейшую панику и страх. А все дело в том, что маленькая Ру испытывала сильнейший дистресс на протяжении по меньшей мере месяца из-за страшного диагноза отца, что порядком истощило ее организм. Подробнее о том, как стресс влияет на наше здоровье и о панических атаках я рассказывал в этом видео. Ссылка будет в описании. Так вот, в истощенном организме с большей вероятностью могут возникнуть различные сбои в работе, которые могут проявиться в виде панической атаки или какого-нибудь соматического заболевания. Второй аспект, который также мог повлиять на дебют панической атаки у Ру, это ее мысли.
Скорее всего, она спровоцировала панику своими ночными рассуждениями о смертности отца, смерти в общем и, вероятно, своей смерти в частности. Но впоследствии новые панические атаки уже возникали из-за страха повторения этого невыносимого состояния. Таким образом, можно сказать, что у Ру есть паническое расстройство. Также в доме в ванной комнате ее матери хранится ксанакс, являющийся транквилизатором, или, как сейчас принято говорить, анксиолитиком, который Ру периодически тайно употребляет. Выше я уже говорил, что прием транквилизаторов допускается преимущественно во время сильной тревоги и по назначению врача, а длительное или бесконтрольное употребление формирует зависимость. Скорее всего, врач выписал ей эти лекарства, но попросил мать держать их у себя и давать их дочери только при сильных приступах тревоги. Но та прознала про них и употребляет втайне от всех, как наркотики. Помимо панического расстройства, у Ру есть явные признаки обсессивно-компульсивного расстройства, или ОКР. То есть у нее часто непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли, с которыми она пытается справиться с помощью навязчивых действий. В качестве навязчивых действий в первую очередь используется счет, что также называют арифмоманией, то есть навязчивой, иррациональной потребностью подсчитывать предметы или действия. Что мы видели в ее детстве, когда она считала прямоугольники на светильнике за ужином, и в юношеском возрасте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут важно отметить, что эта потребность навязчивая и иррациональная. Когда в детстве ее отвлекли от счета, она снова начала считать их. После того, как отвлекли еще раз, начала плакать. Также ее мать говорила о том, что вечерами после ужина Ру сидела за столом и считала плитки снова и снова, пока не начнет задыхаться. Также у Ру с детства была жажда симметрии, которая, например, проявлялась тем, что когда мама перед сном целовала ее в правую щеку, то обязательно должна была поцеловать и в левую, а затем в лоб и подбородок. По словам матери, это давало баланс, стабильность, желание организовать мысли и чувства, чтобы стало легче дышать, что еще раз подтверждает гипотезу с ОКР. Также у Ру можно заметить признаки депрессии, которая могла стать либо одной из причин ее склонности к наркозависимости, когда человек пытается улучшить себе настроение с помощью психоактивных веществ, либо последствием наркозависимости, когда человек в результате употребления психоактивных веществ нарушает естественный баланс нейромедиаторов в организме, что приводит к депрессии и другим проблемам. При этом депрессия будто чередуется с приподнятым настроением и высокой активностью. В сериале врачи и сама Ру подозревают, что у нее может быть биполярное аффективное расстройство. Возможно, биполярное расстройство. В ее возрасте трудно определить. Если у меня биполярка, Биполярка? Это у тебя все в башке. мне больше нравится мания, чем депрессия. Например, на войне никакой биполярки не было. При котором можно заметить чередование депрессивных и маниакальных фаз. Я склоняюсь к тому, что у нее может быть циклотемия. Если говорить упрощенно, то это что-то вроде биполярного аффективного расстройства, но в более легкой форме. Когда депрессивная фаза, скажем так, не дотягивает до депрессии, а маниакальная выражена как просто стойкое приподнятое настроение с повышенной активностью. Однако, если на депрессивную фазу накладываются иные факторы, такие как, например, синдром отмены или чувство покинутости из-за отъезда лучшего друга, которому испытываются также романтические чувства, то депрессия может доходить до того, что она не может заставить себя сходить в туалет. В целом можно перебрать еще достаточно много гипотез, но для их подтверждения или опровержения в сериале слишком мало данных, поэтому затронул только самые очевидные. Теперь предлагаю рассмотреть личность Ру через анализ ее ранних дезадаптивных схем. Ранние дезадаптивные схемы – это что-то вроде картины мира человека, через призму которой он видит окружающую действительность. Подробнее о них я рассказывал в этом видео, ссылка будет в описании. Итак, первая схема, которую можно заметить с первых минут сериала – это негативизм-пессимизм.
Иначе говоря, образ мышления, когда человек концентрируется на негативных аспектах жизни и не замечает положительные. Ру говорит о том, что была счастлива в утробе матери, а дальнейшая жизнь связана с проблемами, страхами и тревогой. Несмотря на свой юный возраст, она уже будто устала от этой жизни. Да, иногда она выглядит очень жизнерадостной, но глобально воспринимает жизнь довольно тягостно. Если вы, как и Ру, смотрите на мир в серых тонах, или страдаете от панических атак, а может быть имеете иные психологические сложности, то можете записаться на бесплатную первичную онлайн-консультацию, написав мне в Telegram. У нашей героини такой взгляд на жизнь, по-видимому, во многом связан с врожденными предпосылками, из-за чего у Ру с раннего возраста появились психические проблемы, несмотря на относительно благоприятное детство. Но вскоре все это усугубилось наркозависимостью и смертью отца. Из-за смерти отца у нее развилась схема покинутости и нестабильности, но стоит отметить, что она выражена не очень сильно. То есть она не предпринимает каких-то действий, чтобы избежать чувства покинутости. Но в моменты, когда значимые люди покидают ее, чувствует себя очень плохо. Так было, когда Джулс уехала или уехал в другой город без нее. А также она до сих пор не может отпустить смерть отца. Зато схема недостаточности самоконтроля и самодисциплины у нее выражена достаточно сильно. Но тут сложно понять, что первично. Недостаток этих качеств или ее зависимость. Так как в первую очередь эта схема, так или иначе, связана с наркозависимостью. А именно с тем, что она не способна сдержать себя от употребления наркотиков. Еще для Ру характерны дисфории, которые проявляются опять же в моменты, когда окружающие не идут на поводу ее зависимости. В порыве гнева она способна наговорить много гадостей с целью максимально ранить дорогого человека. А знаешь, мама даже жаль, что папа умер. Из-за этого ты не можешь признать, что мать из тебя хреновая. Для меня ты мертва. Помимо рассмотренных выше схем, Ру можно охарактеризовать как достаточно анализирующую и умеющую наблюдать личность. В сериале именно она дает достаточно глубокое описание основным героям. Также Ру поняла, что Кейси спит с Нейтом, несмотря на то, что мимолетом видела лишь то, как та бежала в сторону его машины. Кроме того, она разгадала, что случилось с Нейтом и Джулс. Еще нашу сегодняшнюю клиентку можно назвать достаточно изобретательной. Но, к сожалению, своей изобретательностью она пользуется преимущественно для того, чтобы употребить наркотики или скрыть факт их употребления. Ее неплохие знания фармакологии, к сожалению, тоже используются лишь для того, чтобы найти способ упороться. В заключение хочу сказать, что Ру рекомендуется пройти курс психотерапии, чтобы в первую очередь научиться методам саморегуляции и перестать зависеть от употребления лекарств и наркотиков, но при этом находиться на наблюдении у врача-психиатра и нарколога. Пишите в комментариях, хотели бы вы увидеть подобное видео о ком-то еще из сериала «Эйфория», а может быть и из другого сериала или фильма. А также не забудьте подписаться на соцсети.